Дорогие друзья, спасибо, что остаетесь с нами и продолжаете смотреть серию роликов о том, как попасть в IT-компанию. Сегодня мы поговорим с вами о техническом собеседовании. Этот ролик могут смотреть те, кто действительно должен будет проходить технические собеседования. Соответственно, это разработчики, QA-инженер или database-разработчики. В общем-то, оставайтесь с нами, и сейчас вы узнаете самые важные нюансы. Оценка ваших технических навыков может проводиться совершенно разными способами. Отдельным этапом интервью, с помощью технического собеседования или без него. Иногда это собеседование совмещает с initial interview. Все, как уже было сказано, зависит от принятой процедуры в компании. Технические задания, если они предполагаются в процессе интервьюирования, также всецело зависят от видения нанимающей стороны. Это может быть высланный тест с определенными требованиями и четкими сроками. В этом случае вам следует очень хорошо подумать, прежде чем приступать к выполнению, потому что вы можете не успеть к дедлайну, и есть вероятность, что задание, которое выполнено не в срок, просто не будет рассматриваться. Иногда разработчиков просят выслать пример существующего кода, и именно поэтому всегда имейте в запасе ссылку на GitHub или любую другую подобную систему. Техническая оценка также может проводиться непосредственно на интервью, без предварительных заданий и просьб и так далее. Но будьте готовы, что при обсуждении вашего опыта работы вам могут просто открыть ноутбук и попросят вас выполнить определенную задачку. А значит, указывая тот или иной скилл или опыт в своем резюме, вам нужно понимать, что интервьюер захочет, возможно, проверить именно этот скилл. Итак, интервью с командой или заказчиком. Конечно, этот этап интервью происходит только тогда, когда вообще в принципе есть команда. Чаще всего это встречается в аутсорсинговых компаниях. На этот этап приглашают только тех, кто прошел все предыдущие собеседования и считается весьма вероятным кандидатом. Следовательно, если вы дошли до этого этапа, вы действительно неплохи. И с другой стороны, вы должны помнить, что есть компании, в которые руководители проекта, руководители офиса или руководители компании в целом принимают участие уже на первом этапе интервью и самостоятельно определяют, совпадают ли ценности и цели обоих сторон. На последних этапах нельзя расслабляться. У меня была такая ситуация. Кандидат, который технически был очень хорош, он прошел все этапы собеседования, оставалось только познакомить его с клиентом и принимать решение о найме. Мы провели интервью с заказчиком и в качестве фидбэка получили следующий ответ. Он странно себя вел, улыбался как-то не очень. Вот так вот. Неважно, сколько этапов интервью вы уже прошли. Единственным верным показателем того, что вы тот самый кандидат, является оффер, который вам могут предложить. До его получения будьте всегда собраны, сконцентрированы и помните, что вас все еще оценивают. А о том, какие вопросы задавать или не задавать на собеседовании, вы сможете узнать в моих следующих роликах. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк или дизлайк, если вам что-то не понравилось. Всех люблю, целую, пока, бай-бай!